Всем привет! Это видео стартует серию уроков по созданию анимаций для медиа-архитектурных систем подсветки. В этом уроке я расскажу об основных моментах по подготовке 3D-модели, а также покажу несколько способов создания анимаций в программе Lightmaster. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Этот урок посвящен колесу обозрения. Колесо высотой 65 метров, задействовано чуть больше 8000 пикселей, это 60 вселенных. 30 на одну сторону и 30 на другую. Анимировать мы будем только одну сторону, анимации на другую сторону будут продублированы. Из исходных данных у нас есть чертеж, 3D-модель, предоставленная заказчиком. Мы уже подготовили концепцию, утвердили ее и выполнили раскладку пикселей на чертеже. Пиксели организованы в линии и сборке. Сборки представляют из себя несколько пикселей, которые мы поставили поближе для увеличения яркости этих элементов. Раскладка здесь получается не очень простая, поэтому я заранее готовлю чертеж в AutoCAD. А здесь у меня расставлены пиксели на одной ветке, а линии у нас пойдут следующим образом. От центра колеса до первого кольца, до 26 пикселя, потом поворачивают на сборку и возвращаются обратно. А дальше по спице поднимаются до 69 пикселя, снова поворачивают на сборку и возвращаются обратно. Следующее кольцо, также пиксели уходят на сборку, сборка немножечко другая, но принцип остается тот же. Потом переходим на углы, доходим до внешнего кольца, возвращаемся обратно и переходим на малый угол. Всего получается 276 пикселей, это будет одна линия, задействован будет один порт, две вселенных. Конечные точки каждого участка выделены дополнительно, чтобы в дальнейшем нам было удобнее работать. Теперь нам этот чертеж нужно сохранить в виде изображения. Для этого распечатаем его в PDF. Если в дальнейшем у нас будут какие-то изменения в раскладке, и нам нужно будет заново распечатать этот чертеж, то будет очень удобно, если он будет распечатываться одного и того же размера. Для этого я создам рамку и буду распечатывать, опираясь на нее. Принтер выберу DVG to PDF и выберу А0 формат. Файл распечатан. Сохраняем этот чертеж и переходим в 3D Studio Max. Здесь у нас упрощенная модель колеса. Все лишнее удалено. Импортируем чертеж. Выделяем чертеж и переносим его на отдельный слой. Выделяем все элементы и группируем их. Поворачиваем чертеж на 90 градусов. Переключаемся на фронтальный вид. И сопоставляем чертеж с моделью. Сопоставляем, смотрим, насколько точно совпали габариты колеса. Замораживаем слой с колесом. И переходим к рисованию сплайнов. Выбираем линию. Выбираем слой. У меня создан слой пиксели. И начинаем рисовать. От первого пикселя до 26. Это у нас будет первая линия. Второй участок. Третий. Четвертый. Пятый.
6 и 7. Причем, если мы выберем линию, зайдем в вертексы и укажем Show Vertex Number, в начале линии у нас будет первая точка, в конце линии вторая точка. Именно в этом направлении будут расставляться пиксели в LightMaster. Теперь создам линии точно так же для сборок. Выбираю линию. Первая сборка. Вторая сборка. Третья сборка. Теперь для каждого из этих элементов я задам свои имена в соответствии вот с этой схемой. Линия первая — это первый участок, 001 — это порт. Сборка первая — первый порт, вторая линия, третья линия и так далее. Объединю все эти элементы в группу. Чертеж можно скрыть. Теперь нам нужно скопировать эти линии на остальные сегменты колеса. Для того, чтобы вращение группы происходило вокруг центра колеса, нам нужно переместить центральную точку. Сделать это можно вручную, сопоставив ее. Но у меня центральная точка уже есть на самом колесе. Я просто их выровняю. Все, центральная точка у меня на месте. Бывает глюк, когда центральная точка не смещается, но после повторного нажатия на кнопочку Effect Pivot Only она сама переместится. Нажимаем Ctrl-V, Instance. Правой кнопкой мыши нажимаем на инструменте поворота и выбираем минус 24 градуса. Повторяем это несколько раз. Все элементы скопированы. Замораживаю модель колеса. Выделяю все элементы. Перехожу на 3D. И вытаскиваю их на переднюю сторону. Группы разгруппировываю. Модель колеса готова. Можно ее экспортировать. Еще раз проверим имена сплайнов. Линия 1, порт 1. На следующем луче линия 1, порт 2. И последняя линия 1, порт 15. То же самое мы наблюдаем для остальных линий. Размораживаем модель колеса, выделяем все, файл, экспорт, selected, экспортировать выделенное. Выбираем формат OBJ. И нажимаем Save. Убеждаемся, что у нас стоит галочка Shape Lines, иначе линии у нас не перенесутся, и плоскости в виде треугольников. Нажимаем Экспорт.
Экспорт завершен, переходим в Lightmaster и создаем новый проект. Переходим на вкладку 3D Preview и импортируем нашу 3D-модель. Выбираем кнопку Import OBJ, выбираем модель, нажимаем Open. Модель импортирована. В случае, если, как и у меня, модель сразу не видна, можно либо отдалить камеру колесиком мыши, либо выделить любой элемент модели и нажать кнопку Fit Camera. Навигация в окне проекции осуществляется с помощью мыши и клавиатуры. За панорамирование отвечает средняя кнопка мыши, за поворот отвечает Alt и средняя кнопка мыши, за приближение и отдаление колесико. Теперь нам нужно создать анимации для колеса обозрения, а импортированная модель будет удобным способом для их просмотра. Переключаемся на вкладку Mapping, и сюда нам нужно загрузить подложку для того, чтобы было удобно ориентироваться. Переключаемся на Photoshop и закидываем ранее экспортированный PDF. Нажимаем ОК. В случае колеса обозрения будет очень удобно, если подложка будет оцентрована. Именно это мы и сделаем. Во-первых, добавим задний фон. И инструментом Crop просто ее подрежем. Сделаем ее немножечко поменьше. И немножечко выровняем. Проверим. Сохраняем изображение. Возвращаемся обратно в Lightmaster и подгружаем изображение в качестве подложки. Для того, чтобы подгрузить подложку, нам щелкнуть нужно либо сюда, либо можно выбрать Mine Layout. Это одно и то же. Выбираем изображение и нажимаем «Открыть». Подложка у нас загрузилась. Теперь создадим сами пиксели. Выбираем инструмент Line, указываем первую точку и последнюю точку. Enter. На этом участке у нас 26 пикселей. Если мы посмотрим внимательно на эту ветку, то увидим, что позиции некоторых пикселей совпадают. Это происходит из-за того, что в основании рабочего поля лежит растровая сетка, по умолчанию 300 на 300 пикселей. И наши пиксели как раз привязываются к этой сетке. Я немножечко растяну наш сплайн. Теперь у нас все пиксели расположены на своих местах, но также мы видим, что наша линия стала по габаритам больше того же участка на подложке. Это значит, что размер рабочего поля нужно увеличить. Переходим в Setting, Property, нажимаем на кнопочку Texture Size, и я выберу поле, например, 500 на 500. На самом деле, чем меньше этот размер, тем быстрее будет работать программа, а при больших размерах программа может начать притормаживать. Нажимаем ОК. Размер рабочего поля изменился, перемещаем нашу ветку на нужное место и растягиваем. Рисуем следующие линии. На этой 38 пикселей.
39, 53, 53, 19 и 18. Теперь нарисуем сборки. В маленькой сборке у меня 5 пикселей. Анимировать их по отдельности нет никакого смысла, и мне как раз нужно, чтобы они совпадали. Я их все переношу на одно место. Здесь тоже 5 пикселей. Все пиксели, положения которых совпадает, будут зажигаться одним и тем же цветом. Третья сборка. Здесь 20 пикселей. Я переименую все отрезки в соответствии с нашей схемой. Все эти отрезки будут подключены у нас к одному порту. Создаем шестипортовый контроллер и перекидываем линии. В свойствах контроллера нужно указать, что на один порт приходится две вселенные. Ветка пикселей создана, все отрезки переименованы. После того, как мы все отрезки закинули на порт, у нас автоматически им присвоились адреса. Нужно очень внимательно следить за тем, в какой последовательности они идут. У нас идет линия 1, после нее идет сборка. Потом идет линия 2, снова сборка. Дальше линия 3, снова сборка. И только потом уже линия 4, 5, 6 и 7. Выделяем все отрезки ветки, копируем Ctrl-C, вставляем Ctrl-V. После чего сразу же закидываем их во второй порт. Теперь их нужно переместить и повернуть. Для того, чтобы было удобнее поворачивать, я указываю угол для привязки 24 градуса. Перемещаю и сопоставляю. Так проделываю несколько раз для всех веток колеса. Забыл закинуть предыдущие пиксели на порт. Теперь придется мне их разбирать. Этот контроллер кончился. Нам нужно создать еще один. Также создаем шестипортовый. В свойствах контроллера сразу же указываем, что у нас идет две вселенных на один порт. И сразу создадим еще. Продолжаем копировать и сопоставлять.
пиксели расставлены, теперь нам их нужно переименовать. По нашей схеме у нас идут следующие названия. Для первого отрезка Line 1, 001 — это порт. Дальше Line 2, для второго отрезка 001 также порт. Таким образом, у всех элементов первой ветки в конце идет 001. Это обозначение порта. Для второй ветки будет 002, третий 003 и последняя 015. В 3D-модели именно такие имена у нас даны для всех линий. Мы можем сопоставить их вручную, выделяя и нажимая Select, а можем сопоставить их автоматически. Для этого здесь нужно задать такие же имена, как на линиях 3D-модели. Для первого порта у нас все правильно, а вот для второго и последующих нам нужно их изменить. Сопоставим наши линии с сплайном 3D-модели. Перейдем на вкладку 3D Object, отсортируем все объекты по типу и выделим наши сплайны. Теперь нажмем кнопку Select, кнопку Авто. Как видим, имена пикселей и линий сплайнов сопоставились. Нажимаем ОК. Перейдем на 3D Preview и видим, что анимация отображается на пикселях. Если размер пикселей маленький и их плохо видно, как у меня, их можно увеличить. В окошке Point Size нужно ввести другое значение. Я введу 16. Теперь стало гораздо лучше. Для увеличения контрастности можно уменьшить яркость заднего фона. Заходим в Setting, Property и в окошке Background уменьшаем значение. Теперь перейдем непосредственно к созданию анимаций. Переходим на вкладку Mapping. Если отключить галочку Background, то будет отображаться текущая анимация, та, которая установлена по умолчанию. Переходим на вкладку Composition. В Main Layout выбираем эту анимацию и удаляем. Правая кнопка мыши — Delete. Нажимаю кнопку Create Effect и выберу какой-нибудь эффект, подходящий для колеса. Например, вот этот. При нажатии на плюс эффект добавляется. После добавления эффект сразу же отображается на 3D Preview. Можно примерно оценить, как это будет вживую. И я этот эффект немножечко усложню. Снова выбираю Create Effect и добавлю Start Trail. У каждого эффекта есть настройки. Чтобы удобнее было настраивать, я это окошко перетащу на правую сторону. Для начала уменьшу немного размер. Теперь отцентрую. Уберу фон. Подкорректирую немножко остальные параметры. Посмотрим, как это будет на 3D Preview. И теперь на таймлайне соединим эти два эффекта. Начинаться у нас анимация будет с затемнения. Ставим ключевой кадр в начале. Немножечко смещаемся, ставим еще один ключевой кадр. То же самое делаем в конце, только наоборот. Ставим ключевой кадр, переводим в самый конец и ставим нулевое значение. Таким образом, радуга у нас появляется в начале, работает всю анимацию и в конце гаснет. Теперь в середине анимации я проанимирую эффект Blur. Щелкаю на часы. Он появляется у меня на таймлайне. Задаю ключевой кадр.
Еще один ключевой кадр. Немножечко перемещаю ползунок и также создаю два ключевых кадра. Возвращаюсь на один кадр назад. Уменьшаю параметр Blur. У меня пропадают черные круги. Перехожу на следующий ключевой кадр назад. Также уменьшаю параметр Blur. Теперь в середине анимации у меня пропадают черные круги и остается просто фон. Включаю второй эффект. И в тот момент, когда у нас пропадают темные круги на первом эффекте, у нас должен появиться второй. Появляться он будет поверх этого в режиме наложения Screen. Создаю ключевой кадр. Второй. Третий. Четвертый. Ну и вот какой эффект у нас получается. Сначала темный фон, потом возникает анимация. Примерно в середине пропадают темные круги и появляются вот такие вот искорки. Чтобы искорки лучше читались, можно убавить яркость фона. Точно так же создаем ключевой кадр здесь. Ключевые кадры можно создавать двойным щелчком прямо на таймлайне. Ну и вот что у нас получается. Создадим анимацию салют. Выберем следующую композицию. Create Effect. Fireworks. Мне нравится вот этот. Добавляем. Он сразу же начинает отображаться на колесе. Теперь его немножечко настроим. Я добавлю немножко маленьких искорок. Уменьшу немножечко вспышку, которая происходит в начале, чтобы было немножко помягче. Уменьшу немного скорость, с которой они падают. Ну и мне немного хотелось бы добавить сияние в самом конце, а в начале немножечко убрать. Этот параметр придется проанимировать. Весь эффект взрыва у нас длится 5 секунд, поэтому на параметре Glow выбираем Link, Functions, Line, Setting. Выбираем время 5 секунд. У нас вначале получается эффект сияния маленький, и в течение 5 секунд он растет до максимума. Можно еще немножечко убрать скорость падения. И, в принципе, на этом остановиться. Создадим еще одну анимацию. Для этого воспользуемся масками. То расположение линий, которое у нас сделано на рабочем поле, мы можем экспортировать в виде растровой маски. Выбираем View, Export Mask. Размер поля ставим 500 на 500. 500. Экспортировать мы можем двумя способами. Первый вариант — это экспортировать в виде одного растрового изображения, всю маску. Второй вариант — это когда мы будем экспортировать каждую линию отдельным файлом. Для этого объекта мне второй вариант нравится больше, потому что с его помощью мне легче контролировать все варианты создания масок. Выбираю Save Mult, New Folder.
Маски сохранены, переходим в Photoshop. Закидываем сюда один файл. Теперь выделяем все файлы и закидываем поверх. На то, чтобы добавить все файлы, уйдет некоторое время. Все файлы добавились, теперь отсортируем их по папкам. У слоев те же самые имена, которые мы задавали для линий, это упростит нам задачу. Выбираем линию 6, нажимаем Ctrl-G и переименовываем папку. Теперь пятую, Ctrl-G. Тоже проделаем со всеми остальными. Самый первый слой можно удалить. Создадим задний фон. Теперь в каждой папке у нас отдельный сегмент колеса. Если бы мы экспортировали маску как отдельный файл, то мы получили бы следующее. Все слои находятся вместе, и для того, чтобы выделить какой-то отдельный фрагмент, придется очень аккуратно поработать с инструментами выделения. В нашем же случае мы можем каждый отдельный фрагмент выключать или включать по необходимости. Сохраним отдельно маски для лучей, для сборок, для больших углов и малых углов. Лучи у нас это линия 1, 2, 3. Отключаю нижний слой и сохраняю. Также сохраню сборки. Большие и малые углы. Возвращаемся в Lightmaster. Теперь я создам несколько лайаутов, чтобы для каждой маски можно было назначить свой эффект. Выбираю инструмент Create Layout. Перевожу его в начало координат и задаю размер 500 на 500. Еще один. Сразу еще. Еще. Для каждого лайаута задаю соответствующие имена. Нужен еще один. Добавляем эффект. И настраиваем его. Я увеличу немножко скорость. И изменю форму градиента.
Поменяю цвет. Перенесу его на лучи и добавлю маску. Скопирую этот эффект на большие углы и на малые. Теперь сделаю эту анимацию немножечко интереснее и разнообразней. Я на малых углах запущу эффект в обратную сторону. Для этого я его выделю и скорость поменяю на противоположную. Чтобы не было в конце градиента такого резкого обрыва, я немножечко поменяю его форму. Отключу маску и сделаю его немножко помягче. Переключусь на 3D превью и дополнительно поменяю у него цвет. Для сборок выберу другой эффект. Сделаю его помедленнее. И поменяю размер колец. Для сборок также загружу маску. Анимация готова. Создадим еще одну анимацию. Для этой анимации я буду использовать видеофайл. Видеофайл подготовлен в программе After Effects на базе тех масок, которые мы экспортировали отсюда ранее. Нажимаем кнопку «Импорт видео». В моем случае видео представляет из себя последовательность кадров. Откорректируем длину таймлайна по длине нашего видео. Видео идет 15 секунд. Установим значение для таймлайна также 15 секунд. Видно, что в данном видео не задействованы большие углы. Выделим их дополнительно. Переходим в Photoshop. Создадим новый слой. Добавим направляющие. И создадим вот такой градиент. Немножечко поправлю его. И немного тонирую его. Чуть-чуть поменяю размер. Ну, как-то так. Отключаю все лишнее и сохраняю файл.
Переходим обратно в Lightmaster. Добавляю изображение. Import Image. Выбираю градиент. Нажимаю Open. Теперь это изображение я перемещаю на layout с большими углами. Добавлю еще одно изображение, туда загружу маску для больших углов. Для маски сделаю режим наложения Alpha Mask. Если на рабочем поле отключить галочку Pictures, мы будем видеть тот рисунок, который получается. Для этого видеофайла я также подготовлю маску, в котором будут задействованы все элементы, кроме больших углов. Сохраняю эту маску. Загружаю в Lightmaster в виде изображения. Устанавливаю для маски режим наложения Alpha Mask. Теперь анимация работает на всем колесе, включая большие углы. В начале и в конце анимации также сделаем затемнение. Установим ключевой кадр. Анимация готова. Итак, наши анимации готовы, и сейчас я покажу, как запустить их на реальном оборудовании. Мой физический контроллер имеет адрес по умолчанию 192.168.0.100, и мне нужно изменить сейчас настройки моей сетевой карты. Я задаю IP-адрес из той же подсети, пусть это у меня будет 113. Теперь мне нужно настроить контроллер в Lightmaster. Выбираю нужный контроллер. У него есть возможность настройки IP-адреса, и я задаю здесь такой же IP-адрес, как у моего физического контроллера. В качестве сети выбираю свою сетевую карту. Контроллер у меня подключен, на нем горит индикатор питания. На порты пока сигнал никакой не подается. Сейчас я включу галочку Enable, и анимация пойдет уже непосредственно на подключенные пиксели. Все работает. Если я сейчас переключу композицию, соответственно, сменится анимация. Также в дереве Pictures сразу же мигает иконка. Это значит, что именно этот контроллер у нас сейчас отправляет сигнал. Я могу выключить галочку Enable, и передача прекратится. Помимо запуска анимаций напрямую с компьютера, мы можем эти анимации экспортировать. Загрузить анимации на Lightmaster Player, выполнить настройку запуска нужных анимаций по календарю. В дальнейшем это устройство будет управлять всеми анимациями без использования компьютера. Экспорт анимаций выполняется следующим образом. Переходим на вкладку «Экспорт», выбираем нужные нам композиции, указываем путь, выбираем Select Folder и нажимаем «Старт». Анимации экспортированы. Как загружать и настраивать эти анимации в Lightmaster Player, я рассмотрю в одном из следующих роликов. Если вам было что-то непонятно в этом видео или хотите, чтобы я рассмотрел какую-то тему более подробно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если все понравилось, лайк, подписка, колокольчик. На этом все. Увидимся в следующих видео. Всем пока.